Доброго времени суток, мои хорошие, и волшебного всем настроения! Я, Ирина Кудряшова, с радостью приветствую вас и спешу напомнить, что вы находитесь на канале «Новые христианские рассказы». Не забывайте, что истории наши не имеют привязки ни к какой конкретной конфессии. Если вам тема интересна, желаю приятного просмотра. Ирина Кудряшова. Я буду рядом. Знойный летний день приближался к концу, и свежий ветерок игриво трепал занавески на веранде. Диана выключила плиту, сняла с конфорки кастрюлю и вышла в сад подышать вечерним свежим воздухом. Муж должен был вот-вот прийти с работы, и женщина решила подождать его, чтобы поужинать вместе. Просидев в беседке, задумавшись довольно долго, Диана встрепенулась и, заметив, что повсюду уже зажглись фонари, взглянула на наручные часы. Муж задерживался, что повторялось все чаще в последнее время. Женщина зашла в дом и взяла в руки телефон. Набрав номер супруга, она услышала лишь о том, что он находится вне зоны доступа. Диана решила, что ужинать ей снова придется одной, и, накладывая в тарелку гарнир, услышала протяжный скрип калитки. Этот звук она ни с чем не смогла бы перепутать. Так калитку открывал Артем только в состоянии сильнейшего опьянения. Диана тяжело вздохнула, смахнув невольную слезу, и вывалила содержимое тарелки обратно в кастрюлю. Аппетит моментально пропал. С трудом поднявшись на крыльцо, мужчина с грохотом свалился у двери и с трудом ворочавшимся языком постарался вымолвить имя жены. Женщина вышла из дома и помогла ему подняться, завела домой и, проводив до дивана, уложила, сняв с него обувь. Затем укрыла пледом и отправилась в спальню. В такие моменты ей было не до сна. Диана присела на край кровати, опустила голову, склонившись, и снова воззвала к Всевышнему. В браке Диана с Артемом прожили 5 лет. Детей у пары не было. Обследования, которые они прошли несколько раз в разных клиниках, никаких проблем со здоровьем ни у кого из супругов не выявили. В чем была причина, никто сказать не мог. Диана всегда в своем сердце верила Богу. Брак не только был официально зарегистрирован, но и в церкви венчались. Только вот Артем не собирался разделять с супругой ее убеждения. Посты не соблюдал, в церковь с ней не ходил. А как только речь заходила о том, что если вместе помолиться, может быть, и сжалится Господь, и детки будут, муж категорически возражал. «Я тебе не запрещаю молиться. Вот и ты на меня не дави, я тоже буду жить, как хочется». Все чаще мужчина стал поздно возвращаться пьяным. То в баню с друзьями в выходные соберется, то на футбол. Жене в упрек это ставил. «Ты в церковь, да? А мне что делать? Ладно, пойду с Серегой на футбол». И, выставив супругу виноватой, уходил и возвращался поздним вечером. Диана рук не опускала, молилась за непутевого мужа и верила, что когда-нибудь все переменится. «Доченька, ну ты подумала, зачем такая жизнь? Может, вернешься в отчий дом? Чем с таким мужем, может, проще бы одной?» Сокрушалась мать, не в силах видеть страдания дочери. «Нет, мамочка, я не могу так поступить. Мы в церкви обещания давали. И в радости, и в горе. Это мой выбор. Да и люблю я его. Беззаветно люблю». «Ну какая там любовь, Диана? Ну какая?» Не выдерживал отец. «Кран починить и то не может в доме. А вернее сказать, не хочет. Не до того ему. Все норовит сбежать куда подальше». «Возможно, я сама тут виновата. Ухожу по воскресеньям в церковь. Ему скучно дома, вот и уходит тоже по своим делам».
А вот если б вместе в церковь ходили, все иначе было бы, вздыхала мать. Ну что об этом говорить? Диана знала, что родители правы, но все же ей хотелось оправдать супруга. Теперь я должна до конца идти с Артемом. Я клятву дала. Подруги часто тоже говорили, что бежать подальше от такого мужа надо, пока не поздно стало. Рассказывали страшилки разные, до чего бывает допиваются такие люди. Но у женщины был один ответ на все доводы. «Люблю я его, и вместе с ним быть должна, и в радости, и в горе». Вот и на этот раз Диана, сидя в спальне на кровати, молилась Господу о том, чтобы избавил мужа от зависимости пагубной, чтоб сохранил семью, чтоб дал ей силы это пережить. Уснуть той ночью так и не смогла, а уже под утро, когда веки стали тяжелеть, Диана услышала громкий стон и побежала к мужу. «Умираю я, Дианка! Не могу! Спаси меня!» На его коже Диана заметила желтоватый оттенок, а сам мужчина корчился от болей, сжимая живот. Она трясущейся рукой схватила телефон, набрала номер скорой и продиктовала адрес. Бригада приехала уже через полчаса. Все это время муж кричал, просил о помощи и утверждал, что жизнь его закончилась. Врач посмотрел на Диану из-под очков и задал несколько вопросов. Затем неуверенно предложил отвезти пациента в больницу. «Не могу обещать, что его примут. Возможно, сразу отправят домой. Вы будете сопровождать?» «Да, конечно». Диана мигом собралась, скидала в пакет необходимые вещи мужа и, закрыв дом на замок, поспешила в машину скорой помощи. Всю дорогу Артем страдал от боли. Потом Диане пришлось ждать в приемном покое пару часов, прежде чем вышел врач и сообщил ей, что мужа ее оставляют в стационаре. «У него серьезные проблемы с печенью, от алкоголя, судя по всему», — сообщил он. «Проведем еще ряд обследований. Уже начали терапию, чтобы снять хотя бы боли для начала». «А мне можно его увидеть?» «Сейчас нет, завтра сможете». Диана отдала доктору пакет с вещами и, поблагодарив за все, ушла. Дома она отчаянно молилась за мужа, испытав по дороге страх за его жизнь. Не раз ей приходилось слышать истории от знакомых о том, как алкоголь губит печень и человек погибает. Да вот, совсем недавно у соседки бабы Вали, что жила напротив, племянница умерла. Молодая женщина совсем, а пристрастилась к пагубным напиткам. Печень отказала в один миг. Диана молила Господа о том, чтобы сохранил здоровье ее мужа, чтобы простил его грехи, наставил на путь истины. На следующий день у Дианы начиналась рабочая смена. Она работала 3 дня в неделю. Поэтому, встав пораньше, она сделала для мужа свежевыжатый сок из зеленых яблок и отправилась его навестить. Артем лежал на кровати под белой простынью и выглядел таким несчастным и осунувшимся, что сердце женщины сжалось в комочек. «Как ты?» — несмело спросила она. «Плохо», — простонал мужчина. «Видно, последние дни доживаю. Диана, ты прости меня за все». По его щеке покатилась слеза, и Диана, присев рядом на стул, взяла его за руку и тихо прошептала. «Все будет хорошо, родной. Я молюсь за тебя. Ты поправишься. Я буду рядом». Он неуверенно кивнул и закрыл глаза. Диана испуганно стала вертеть головой. «Да ему снотворное дали. Всю ночь промаялся», — сказал сосед по палате. «Утром врач велел медсестре, так что теперь долго будет спать». «Спасибо», — ответила женщина и, погладив мужа по руке, ушла. На работе сосредоточиться получалось с большим трудом, и сразу после смены
Диана снова поспешила в больницу, чтобы поговорить с врачом. «К сожалению, ничего утешительного сказать не могу», — покачал головой мужчина средних лет в белом халате. «Пришел один анализ крови из тех, что брали вчера. Вот, взгляните». Он показал Диане листок с непонятными для нее записями, где один показатель был выделен жирным шрифтом, а рядом стоял восклицательный знак. «Вот, этот показатель у него завышен втрое, как вы видите, а это уже серьезно. С такими данными обычно не живут, но вашему супругу как-то удавалось еще и выпивать. И, думаю, немало выпивать». «Это можно вылечить?» — спросила Диана надломленным голосом. «Не знаю. Все зависит от самого пациента. Клетки печени имеют свойство восстанавливаться, но для этого потребуется время, строгая диета и полный отказ от спиртного. Чаще всего людям сложно справиться с последним, поэтому ничего сказать не могу. Если он продолжит употреблять, то ни о каком спасении речи уже не будет». «Я все поняла. Спасибо вам большое. Буду молиться за вас». В этот вечер женщина провела в молитве несколько часов. Молилась и за мужа, и за докторов, и за препараты, которыми его лечили, и за весь медперсонал. После этого она крепко уснула и даже видела чудесный сон. Они с мужем сидели на зеленой свежей травке у реки, а рядом играла милая девочка с кудряшками на голове. Проснулась Диана впервые за долгое время с улыбкой на лице. Поблагодарив Господа за новый день, она отправилась на работу в приподнятом настроении, а после навестила мужа. Выглядел он немного лучше и даже пошутил, что готов хоть сейчас домой отправляться. Но лечащий врач был совершенно другого мнения. Так провел Артем в больнице 2 недели. При выписке доктор сделал назначения, которые нужно было строго соблюдать. «И помните, алкоголь лишит вас жизни в считанные дни», добавил доктор, прощаясь с мужчиной. Теперь Диана готовила все строго для диетического питания. Даже сама из солидарности ела те же блюда, что и муж. Следила, чтобы он вовремя принимал лекарства, старалась отвлечь его от мрачных мыслей, но боль периодически наступала такая, что Артем не мог сдержаться, чтобы не вскрикнуть. «Диана, я много думал, пока лежал в больнице, и понял многое. Прости меня, что не смог сделать тебя счастливой. А ведь о лучшей жене и мечтать нельзя. Я не ценил, был эгоистом, думал только о себе, жалел себя, считая, что жизнь не сложилась. А теперь вернуть бы все, да не получится». «Но можно ведь сначала все начать», — ответила с нежностью женщина, присев рядом с мужем. «Не знаю, с какого начала, сколько мне отмерено судьбой, чтобы все начать. Кажется, что недолог мой век. Сам виноват, как говорится. Знаешь, я хотел бы повиниться перед всеми. Многих ведь людей обидеть я успел. Пригласи, пожалуйста, своих родителей. Хочу поговорить с ними, а то, кто знает, успею ли». «Не говори так, Тёмочка, не надо. Ты еще долго будешь жить. Но приглашу, конечно, только ты гони все эти мысли». Следующим вечером Артем просил прощения у тестя с тещей, и те, конечно, старались как могли его ободрить, поддержать. Диана верила, что все будет хорошо. Муж аккуратно исполнял все предписания врачей, осознал свои ошибки, готов исправиться. Она молилась постоянно за него. Все наладится, лишь стоит подождать. Но следующий поход к врачу заставил вырваться из мира грез. «К сожалению, для вас плохие новости», — сказала участковый терапевт, сочувственно поджав губы и листая карточку Артема. «Судя по анализам, идет ухудшение. Я выпишу сейчас другие препараты, но как организм поведет себя, знать не могу.
Не всем, к сожалению, могут помочь одни и те же лекарства. Каждый человек уникален, и что спасает одного, может погубить другого, скажу прямо. Диана заметила, как руки мужа задрожали, и почувствовала, как ее глаза начала застилать пелена горячих слез. Но она постаралась взять себя в руки, вспомнила, что Бог может исправить все, вспомнила свидетельства чудес и исцелений и тихо сказала: «Все будет хорошо, Артем, не сомневайся, вместе мы преодолеем все, а Господь не оставит нас». «Тут я с вами соглашусь», — вмешалась врач. «Видела на своей практике пациентов, которые выжили благодаря лишь крепкой вере. Не знаю, Богу они верили или в свои силы, но верили в успех и побеждали смертельный диагноз. Так что, как говорится, нужно верить в лучшее». Вернувшись из поликлиники, Артем стал сам не свой. Диане было больно видеть, как страдает ее муж. От обеда он отказался, и Диана несмело начала разговор, каждый раз причиняющий боль. «Темочка», — вкратчиво начала она, — «ты только не сердись, я не настаиваю ни на чем, я просто скажу, а ты подумай, хорошо?» Желваки на лице Артема нервно дернулись, и стало ясно, что он уже знал, о чем пойдет речь. «Я молюсь за тебя, и в церкви люди молятся, но этого недостаточно, понимаешь? Важнее всего, чтобы сам человек открыл свою душу для Христа. Если бы ты не просто раскаялся, но отдал бы Богу всю свою жизнь, то я уверена, Он не замедлил бы с ответом. Если ты волнуешься, я буду рядом». Артем молча поднялся с кресла, схватил с вешалки куртку и вышел, негромко хлопнув дверью. Диана хорошо знала эти жесты и, схватившись руками за лицо, громко вскрикнула. Она боялась, что сейчас он сорвется, не выдержит, пустится во все тяжкие. И она не ошиблась. Прождав мужа до полуночи, стоя у окна, непрестанно обращаясь к Богу о его спасении, она почувствовала сильную усталость. Не физическую, а душевную. От горя, постоянных переживаний за мужа, которых он совсем не ценил. Решив, что ждать так становится все невыносимее, Диана прошла в спальню и прилегла на кровать. Сама не ожидая, она тут же уснула. Разбудил громкий шум на веранде. Вскочив, женщина вспомнила, что не закрыла дверь, отправляясь спать, и испугалась до дрожи в коленях. Паника завладела всем ее телом, но, услышав голос мужа, выскочила из спальни, понимая, что произошло. «О, Дианочка!» — с трудом выговорил он, пытаясь скинуть обувь с ног. «А я тут прогулялся немного, развеялся. А ты чего не спишь?» Диана подошла к нему и, пристально взглянув блестящими от слез глазами, тихо ответила: «А я о тебе беспокоюсь, но тебе, как вижу, наплевать». Она развернулась, чтобы уйти, но вдруг остановилась резко, почувствовав стойкий запах женских духов. «Ты где был, Артем? С кем?» «А я ни с кем», — потряс он головой. «Я сам». «Как ты мог?» — попыталась поговорить Диана, но, понимая, что впустую сотрясает воздух, убежала в спальню и, закрывшись изнутри, громко расплакалась. «Господи, за что мне это все?» — кричала она. «Почему? Ты видишь, как я стараюсь сохранить семью, но все бесполезно. Его даже близость смерти не напугала. Он ничего не хочет изменить. Скажи мне, Господи, что делать мне?» Она до хрипов в голосе молилась о пощаде и, совершенно обессилев, рухнула на кровать, уставив затуманенный взор в потолок. Из гостиной доносился громкий храп. Нужно было уже собираться на работу,
а сил подняться просто не было. Женщина с большим трудом встала с кровати, приняла душ и нанесла неброский макияж, чтобы хоть как-то скрыть следы бессонной ночи и освежить опухшие от слез глаза. Артем крепко спал, и Диана, посмотрев на него с сочувствием, тихо сказала вслух: «Прости его, Господи, ибо не ведает, что творит». Смена уже подходила к концу, когда в кармане завибрировал телефон. Артем. Диана вышла в коридор и ответила, стараясь унять ту боль, что возникала при воспоминании запаха женских духов и вида, в котором он явился домой. «Я не могу!» — рвано сказал супруг. «Рвота с кровью! Все!» Диана помчалась в кабинет начальника и, ничего не объясняя, сообщила только, что ей срочно нужно домой. Она бежала, надевая на ходу пуховик и шапку, забыв переобуться. Только уже в такси, почувствовав, что ноги замерзли до легкого покалывания, заметила, что она в тапочках. По пути она вызвала скорую и подъехала к дому одновременно с машиной реанимации. Артема сразу забрали, а ей велели оставаться дома. В реанимационной машине сопровождать нельзя. Диана забежала в кухню, накапала успокоительного, выпила и снова вызвала такси, назвав адрес больницы, в которую Артема повезли. «Он в реанимации, туда не пускают», — сказала девушка в приемном покое, как только Диана назвала фамилию мужа. «Да вы не беспокойтесь, ваш номер у нас есть, если что, вам позвонят». «Если что?» — испуганно переспросила женщина. «Ну...» — девушка смутилась. «Если он в себя придет или...» Диана отошла в сторонку и принялась шептать молитву, поднеся руки к губам. «Дианка, ты?» — раздался голос за спиной, и она сразу обернулась. «Ленуська!» Диана сразу узнала бывшую одноклассницу. «Ты здесь работаешь?» — спросила она и, не дождавшись ответа, добавила. «У меня здесь муж в реанимации». «Это кто такой?» «Савельев Артем, только что привезли». «А, циррозник?» «Почему?» Диана заволновалась. «Так печень у него практически отказала. Не знаю, доживет ли до утра». «Как, Лена, как?» Диана принялась рыдать, потом, опомнившись, сказала: «Я пойду, молиться буду». «Ты молись, чтобы Господь прибрал его, иначе горе еще хапнешь. Видели таких? Мы их немного в норму приведем, а через неделю снова наши пациенты. Такие вряд ли уж завяжут, ты поверь». Диана окинула Елену искрометным взглядом, вспомнив, что она еще в школе была такой прямолинейной, что умела обидеть так, что сама не понимала, почему никто не хочет с ней дружить. Диана не знала, что ей делать, как быть, куда податься, и решила поехать к родителям. «Мама, папа, я знаю, что вы не любите Тему, но я прошу у вас поддержки. Помогите, он не должен умереть. Давайте вместе помолимся, не откажите». Родители переглянулись. Мать обняла Диану и добродушно сказала: «Конечно, деточка, разве мы можем тебе отказать? Каждый человек всегда имеет шанс на спасение, и твой муж не исключение». После молитвы согласия Диана почувствовала облегчение и, сидя за чашкой чая с родителями, услышала телефонный звонок. «Здравствуйте, вас беспокоят из больницы». Сердце подпрыгнуло в испуге и вновь забилось ровно. «Ваш муж пришел в сознание и очень просит вас приехать. Через пару часов мы переведем его в обычную палату, тогда и сможете его увидеть». «Большое спасибо!» — ответила женщина и с улыбкой благодарности взглянула на родителей. «Спасибо, что поддержали меня, это очень важно». Посидев еще немного у родителей, Диана собралась уходить.
В больнице лучше подожду, вдруг его раньше в палату переведут. Конечно, доченька, поезжай, вздохнула мать. Сколько пережить тебе пришлось. Даст Бог, наладится. Спасибо, мамочка. Поцеловав отца и мать, Диана отправилась к мужу в полной уверенности, что все, конечно же, наладится. Войдя наконец-то в палату, Диана не смогла сдержать слез. Артем пытался подняться, но не смог. В палате стояло 2 кровати. На одной лежал ее муж, вторая была свободна. «Дианочка, родная!» Артем не стеснялся слез, катившихся из глаз. «Прости меня за все. Я знаю, ты вправе не верить. Еще не так давно я просил прощения и снова сорвался. Я посчитал никчемной свою жизнь и хотел свести с нею счеты. Думал, напьюсь, и все закончится. Но в тот момент, перед потерей сознания, я испытал такие муки, что понял, я не хочу умереть и пойти в ад. Я хочу жить, хочу приносить пользу. Спаси меня, родная!» «Я не могу тебя спасти», — сказала Диана, вытирая слезы. «Но, может, Бог, обратись к Нему, и Он поможет. Приходящего ко мне не прогоню вон, так говорит Божье Слово». «Но как? Как мне к Нему обратиться? Простит ли Он мои грехи?» «Простит, не сомневайся. Главное, чтобы они не повторялись более. Но ты уверен?» «Больше чем». Диана улыбнулась. «Повторяй за мной». Артем повторял с благоговением каждое слово Дианы и чувствовал, как все его тело, каждая клеточка организма наполняется неведомым теплом, благодатью, которой он никогда не испытывал. После молитвы покаяния Артем расплакался, словно ребенок. «Спасибо, милая, я счастлив». Спустя несколько дней Артем сдавал анализы, и все показатели были в норме. Врачи подумали, что тут какая-то ошибка. Не могло все измениться настолько за столь короткий срок. Но и повторная тщательная проверка показала идеальный результат. После выписки Артема ждал настоящий праздник. Диана украсила дом, приготовила вкусный обед и пригласила близких людей. Во время застолья Артем сообщил: «Дорогие мои, я долго думал и решил, что должен посоветоваться с вами, особенно с моей любимой женой. Мне бы очень хотелось помогать людям. Скажите, смогу ли я открыть какой-нибудь центр помощи таким зависимым, каким был раньше сам? Мне кажется, что это нужное дело. Как вы считаете? Диана, что скажешь?» «Я думаю, что это здорово!» — восторженно ответила жена. «Одно дело, когда тебе говорят голословно, пытаются поучать, и другое — видеть реальный пример. Я поддержу тебя». Тесть тоже поддержал идею зятя и пообещал помочь, чем сможет. А когда гости разошлись, Артем нежно обнял жену и тихо прошептал: «Ты у меня самая лучшая». «Артем!» Диана слегка отстранилась. «Скажи, где ты был в тот день? От тебя пахло женскими духами». «Духами?» Артем удивленно приподнял брови, а потом улыбнулся. Ревнуешь? Значит, любишь. И я тебя люблю. Но все не то, что ты могла подумать. В тот день я был с Серегой. Его Наташка сына родила. Вот и напились вместе. А дочка старшенькая, Майка, бегала по дому с духами матери и брызгала на всех. Диана засмеялась, вспомнив, какие только мысли не приходили в голову на этот счет. «Я никогда не предам тебя, дорогая. Ты всегда оставалась со мной, и в горе, и в радости. Хотя горя я причинил тебе больше.
Но теперь я буду только радовать тебя, и пока я дышу, буду рядом. Прошло 3 года. Артем открывал уже второй филиал помощи алкоголезависимым людям и, вернувшись домой, уставшим, с единственной мыслью добраться до дивана, немного огорчился, что отдохнуть не удастся. Жена приготовила праздничный ужин. Повсюду благоухали букеты, гостиная украшена шарами, на столе горели свечи. Артем пытался вспомнить, что же такое важное он мог упустить. Перебирал в памяти все значимые даты, и, заметив его сосредоточенный вид, Диана не стала мучить мужа. «Пытаешься понять, что за праздник?» — прямо спросила она. «Если честно, да», — смутился муж. «У нас будет малыш!» — громко сказала Диана и захлопала в ладоши. Не в силах поверить в услышанное, Артем, забыв об усталости, поднял на руки жену и принялся ее кружить. «Я не ослышался? Моя жена беременна?» «Да!» — восторженно повторяла Диана. «Да, это так! Господь услышал наши молитвы. Скоро мы станем родителями!» «Спасибо Господу!» — сказал Артем, задыхаясь от счастья. «Я самый счастливый человек на свете!» Он заглянул в глаза жене и прошептал: «И все благодаря тебе». Огромное спасибо всем за просмотр, комментарии, лайки и дизлайки. Куда без них? Но и дизлайки помогают продвижению канала, поэтому за них отдельное спасибо. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, подключить колокольчик оповещений и поделиться ссылочкой, если история вам понравилась. До новых встреч, мои хорошие! Будьте благословенны!